Знаете ли вы, что США находится в числе мировых лидеров по обеспечению инвалидам доступа в здания, транспорт, на рабочее место и к участию в государственных программах? Такие общедоступные элементы благоустройства, как лифты и пандусы для инвалидных колясок, установка подъемных устройств в автобусах, поездах и трамваях, а также дополнение пешеходных светофоров звуковыми сигналами могут значительно улучшить жизнь людей с ограничениями физическими возможностями. Однако усовершенствование, облегчающее жизнь инвалидам, появилось в США не в одночасье и не без трудностей. Потребовалось много лет протестов и дебатов в Вашингтоне, прежде чем Конгресс принял законы, требующие от государства и работодателей введения таких усовершенствований. И даже по сей день государство и группы частных граждан работают над расширением и реализацией этого законодательства. В этом деле важную роль сыграли общественные организации. Движение за права инвалидов началось в США в 60-х годах прошлого века и привело к принятию первого закона об облегчении жизни инвалидов, закона о строительных преградах, который требовал обеспечить инвалидам доступ в федеральные государственные здания. Группы гражданских активистов продолжали организацию протестов и в 70-х, и в 80-х годах. Самый всеобъемлющий закон о правах инвалидов – закон об американских гражданах с ограниченными возможностями, который был принят в 90-м году. Он требует, чтобы все государственные здания на федеральном уровне, уровне штата и на местном уровне были доступны для посещения инвалидами. Закон также обязывает работодателей устанавливать разумные приспособления для работников с ограниченными возможностями и запрещает их дискриминацию. Помимо этого, в таких общественных местах, как в ресторанах и в магазинах, закон запрещает дискриминацию людей с ограниченными возможностями и обязывает произвести разумные изменения, обеспечивающие доступ инвалидам, включая страдающих расстройствами зрения, слуха и имеющих другие физические недостатки. Конечно, понадобилось много лет для того, чтобы установить часто дорогостоящие элементы благоустройства. Это уличные пандусы, лифты, автоматические двери, расширенные дверные проемы, устройства для подъема инвалидных колясок в автобусе, скосы на бровке тротуара. Часто приходится ликвидировать лишние лестницы. Однако, в США еще много где можно добиться дальнейшего прогресса, не только в обеспечении физического доступа, но и в предоставлении инвалидам равных возможностей самостоятельно жить, получать работу, образование и жилье. Именно поэтому движение за права инвалидов продолжает борьбу за равные возможности и равные права для людей с ограниченными возможностями. И именно поэтому Министерство юстиции США активно обеспечивает соблюдение закона об американских гражданах с ограниченными возможностями, чтобы гарантировать отношение к инвалидам в нашем обществе как к равным. Как заявила в этом году министр здравоохранения и социальных служб США Кейтлин Себелиус, каждый должен иметь возможность жить, работать и добиваться успехов наряду со всеми другими гражданами.